Mi Motion Sensor 2 – это датчик движения для умного дома Xiaomi. Он может использоваться в системе сигнализации или для работы в автоматических сценариях и управления другими умными устройствами. В комплекте с датчиком есть пластиковая ножка для монтажа на любую поверхность и для возможности направить сенсор в нужном направлении. Если ножка не требуется, то датчик крепится сразу с помощью двухстороннего скотча. Mi Motion Sensor 2 питается от батарейки CR2450, срок службы от которой до 1 года. Bluetooth датчик движения Xiaomi на четверть дешевле аналогичного от компании Aqara. На корпусе есть кнопка сопряжения, а также датчик может оценивать уровень освещенности в помещении для реализации различных сценариев, например, с участием световых приборов. Размер Mi Motion Sensor 2 без ножки чуть больше 3 см, вес 19 грамм. Заявленный диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия при максимальной влажности до 90%. Xiaomi рекомендует размещать датчик на высоте от 120 см до 2 метров 10 см. При таком расположении эффективная дальность датчика движения будет достигать 7 метров, а угол охвата 130 градусов. Честно говоря, я усомнился, что такой небольшой датчик с автономным питанием от одной батарейки сработает на движение на расстоянии 7 метров, но после нескольких тестов могу это с уверенностью подтвердить. Главное закрепить датчик повыше и не направлять его вниз, то есть он должен быть размещен параллельно стене, тогда зона его срабатывания будет максимальной. На небольшие объекты, например кота, датчик не срабатывает. Для подключения и работы Mi Motion Sensor 2 в Mi Home понадобится Bluetooth шлюз. Это может быть как отдельный хаб, так и шлюз внутри других устройств умного дома. Подробнее о необходимости покупки хаба я уже рассказывал в отдельном видео. Обязательно посмотрите его, если не знаете, нужен ли он вам, и если да, то какой. Для начала подключения зажимаем кнопку на корпусе датчика на 5 секунд. Он начнет мигать синим. Далее выбираем датчик в списке доступных устройств и еще раз нажимаем кнопку на корпусе, после чего следуем инструкциям на экране. По завершении процесса датчик появится в списке устройств. Цвет главного экрана виджета будет меняться в зависимости от освещенности. Здесь же есть журнал срабатывания датчика движения или изменения освещенности, а также настройка автоматизаций. Как видите, небольшая часть интерфейса все еще на китайском языке. Надеюсь, с началом официальных продаж за пределами Китая все будет переведено на английский. В настройках можно включить или отключить встроенный светодиод, который работает как индикатор при срабатывании датчика движения или на изменение освещенности. Xiaomi Motion Sensor 2 работает в сценариях умного дома только как условие. Для автоматизации доступно 8 параметров. Если обнаружено движение, если нет движения 2 или 5 минут, если обнаружено движение при слабой или наоборот хорошей освещенности, отдельно если слабая или хорошая освещенность и если в зоне датчика нет движения человека на протяжении от 30 секунд до часа. Последний параметр задается отдельно в настройках датчика с интервалом 1 минута. Таким образом можно создать множество сценариев, от базовой охраны сигнализации при помощи шлюза Xiaomi до автоматического включения света в коридоре только в темное время суток. К сожалению, для Mi Motion Sensor 2 нельзя задать конкретное значение освещенности. Чтобы понять, где для него находится грань между темно и светло, я провел еще один тест. Вы видите, как меняется освещение в зоне действия датчика и как он включается, когда становится практически темно. Тем не менее, он срабатывает значительно раньше, чем ночник Xiaomi. Датчик движения Xiaomi Motion Sensor 2 продается на AliExpress примерно за $11. С учетом всех возможностей, которые он предоставляет для реализации автоматических сценариев и возможностей для системы охраны, считаю эту стоимость весьма адекватной. Ссылки на надежного продавца традиционно в описании к видео. Чтобы не пропустить обзоры на другие доступные функциональные датчики Xiaomi, которые работают по Bluetooth Mesh, не забудьте подписаться на канал. Если это видео было вам полезно и интересно, ставьте лайк. Спасибо за просмотр.